Всем привет, друзья! Сегодня на обзор к нам приехал вот такой конструктор. Пылесос под названием ProExpert V8. И сейчас мы с Сашей немножечко разберемся, надеюсь, тут и покажем вам, из чего же он состоит. Посмотрите, сколько много деталей. Саш, привет! Привет! Саша нам его соберет сейчас. Посмотрим, С как чего он начать, в да? работе. Ну, наверное, с сборки. Так, ну, пришел пылесос весь вот в таком виде, действительно, как конструктор. Это сам пылесос. Довольно легкий. Вот берешь его в руки, ну, прям не чувствуется вес. На пушку Я не какую-то знаю, игрушечную да. похож. Пузыри мыльные пускай. Аккумулятор отдельно. Так, это что касается самого пылесоса. Здесь в пылесосе, в принципе, все. Колба, внутри фильтр. Внутри этого фильтра еще два вот таких фильтра. Такие вот еще в комплекте шли. Да. Все моется, да, съемная колба на 1 литр. Все можно помыть. Так, ну что касается пылесоса, здесь пока что о нем все. Из комплектации док-станция зарядная. Она может как крепиться на стену, то есть есть 4 отверстия, можно просто на стену закрепить и пылесос подвесить, допустим, вот так. Видно, не видно? Вот так вот, чтобы он висел на стене. Ну, дальше там что будет. То есть это для экономии места. То есть зарядить аккумулятор можно вот так вот в таком положении. Но можно также отдельно снять аккумулятор и зарядить его отдельно тоже в этой док-станции. Так вот вставляется тоже и все. И вот он заряжается. Легенький, да? Такой? Да, он тоже, ну, аккумулятор, наверное, весом таким же, как сам пылесос, может даже чуть тяжелее. Так. У док-станции есть, вот именно в этой комплектации, это макс комплектация, по-моему, да, если не ошибаюсь, есть два зарядных. Вот, в комплекте шло два зарядных устройства. Это стандартное зарядное устройство, я уж не помню, сколько часов он заряжает, но есть быстрое зарядное, которое заряжает. Вот, меняется здесь все легко и просто. Старая зарядная, вернее, стандартная снимается отсюда, провод вытаскивается вместе. Ты уже поменял, да? Да, вместе с, как он называется, с разъемом. И ставится новое, все в принципе. И вот он у вас, пожалуйста, на 4 часа зарядки. Заряжается быстро. Так, что еще из комплектации? Пойдем. Трубку, наверное, соберем. Да, по, наверное, тому, что для установки, на чем он держится. Это основание. То есть, если вы не хотите куда-то к стене прикручивать станцию зарядную, да, а хотите где-то поставить, или там, ну, стены сверлить не хочется, там еще что-нибудь. Есть вот такая подставка, есть трубка, удлинитель. Все это собирается сюда. И уже пылесос непосредственно у вас на подставке. Ну, то есть, Давай на полу покажем. на полу, допустим, вот он стоит. Теперь, что касается основной части, чем он всасывает, это вот такая трубка, удлинитель есть для того, чтобы нам пылесосить полы, да. Щетки, 2 штуки, вот такие. Ну, это, я так понял, стандартная щетка. Собирается все легко, в принципе, никаких проблем нет. Все быстренько. Ну, вот так вот пылесос выглядит уже в собранном виде. Вот так он может храниться. И заряжаться. И заряжаться. Одновременно. Да. Все. В этой же части есть место, куда можно поставить дополнительный, допустим, аксессуар. Таким образом. Хранение. Неправильно поставил, да. Вот так. Все. Тут для хранения места тоже есть. Ну, так как у нас дети, мы эти вещи там хранить не будем. Убираем, да. Да, потому что дети у нас все растащат. Пылесос будет находиться на 2-м этаже для уборки детских комнат. Сухая Этот уборка. пылесос для сухой уборки, да, для ровной поверхности и ковров, что самое интересное. То есть, если есть ковер, то он тоже прекрасно убирает. Вот эта щетка, если посмотрим сюда, ворс, он Мы уже крутится, попробовали. щетка, да, мы уже пробовали хорошо, и он прям хорошо вычищает ворс на ковре. То есть, проблем с этим нет. Так, давай по остальной комплектации, наверное, посмотрим, что еще есть. Да. Отставляем пылесос. В комплектации вот такая щетка туда сменная. Вместо того валика вот такой валик еще ставится. Это турбощетка. Щетка, у нее свой двигатель есть.
То есть вот эта вот щетка вращается за счет своего двигателя, нет потока воздуха, а именно за счет своего двигателя. Она лучше собирает ворс, там, допустим, где-то такие, ну, вещи. Щетка щелевая, она и как щель может чистить, ну, просто щелевая, или как щеточка щелевая, да. То есть вот для удобства где-то в труднодоступных местах. Таких есть, мест много у нас. Да, есть еще специальный адаптер для того, чтобы залезть в еще более труднодоступные места, такие как, допустим, шкафы верхние или еще что-нибудь. Она крутится, поворачивается под разными углами, как вам нужно, да, куда-то залезть. Для нее есть вот и адаптер, который ставится сюда, допустим, подключение. У нас адаптер для подключения уже к самому пылесосу. То есть вставляется он сюда и подключается уже к пылесосу. И тут мы уже выбираем, что мы хотим сделать. Если такую щеточку оденем еще на край, то можно легко и просто, в принципе, почистить там. Под любым углом, да? Под любым углом, там, В любых на шкафу, допустим. труднодоступных местах. Да. Где мы и так достать не можем. Ну, или вот так вот, допустим, где-то расстояние небольшое. Обычные пылесосы не могут, я думаю. Да, то так. есть там с этим шлангом, с трубкой туда особо не залезешь. А здесь вот просто вообще уникальная вещь. Так. Можно, в принципе, использовать только насадку без поворота, да, то есть вам что-то мелкое. Там, Машину да, почистить, например, да? Для да? машины, я думаю, будет идеально. Вы еще не пробовали машину, потому что пока холодно холодно, еще, да. но мы попробуем обязательно. В комплекте также вот, пожалуйста, резак, чтобы волосы подрезать где-то, чтобы намотало, да, почистить. Щеточка. Ну, это, я думаю, стандартная комплектация, наверное, для любого пылесоса беспроводного такого типа, да, где есть вращающиеся детали, вот именно на щетках. Так, что еще? Теперь, наверное, по работе. В действии посмотрим. Так, его заряда хватает при стандартном режиме на 55 минут уборки. Но чем больше мы добавляем режим добавляется вот здесь, этой кнопкой, Можно тут плюс-минус, сейчас, то время, естественно, сокращается. Включается он вот этой кнопочкой. Одним нажатием. Одним нажатием, да. А прибавить мощность уже вот здесь. Вот. И возвращаемся по кругу к стандартной мощности. Чем меньше будут вот эти вот полосочки, вам говорить о том, что заряд кончается, да? Да, то есть эти полоски не просто индикация, что он работает, какая мощность, но и уровень заряда аккумулятора. Очень хорошо всасывает, вообще шикарно. Работает он, ну, может быть, сейчас в камеру слишком близко было сильно шума. На самом деле он не сильно шумно шумит. По крайней мере, не так шумно, как обычный стандартный большой пылесос, да, который раньше мы пользовались. У него стоит инверторный двигатель на 400 ватт. Он довольно мощный, его довольно надолго хватает. Ну и потребляемость, конечно, у него меньше по электроэнергии при той же мощности, да. Поэтому он расходует аккумулятор не так быстро, как, допустим, другие типы, ну, с другим двигателем, не инверторным, а щеточным, допустим. Так, ну и что еще по технической части? Вес у него кило 320, что ли? Кило 350 или что-то такое. Ну, очень легкий. Очень Даже легкий. вот если все это собрать. Пожилым людям очень легко легкий. с ним будет. С ним проблем нет. Да, ребенок даже справится. Да, легко. почему мы еще, ну, как бы, именно на второй этаж его определили, потому что там влажную уборку делает уже Алена сама, чтобы дети там не таскали тяжелый пылесос, там какой-то еще что-нибудь, или там не налили воды слишком много. А этим спокойно могут дети у себя пропылесосить в комнате доживания, спокойно справляется с этим пылесосом. Легенький. Да, то есть проблем с ним нет. Под кровать залезть это вообще легко, он весь крутится, Да, наклоняется под есть любым углом. Очень хорошая функция такая, что он Поворотный до 8 весь. сантиметров может расстояние всего залезть под кровать, там, допустим, и на глубину до 85 сантиметров. То есть легко, спокойненько, вы там можете где угодно пропылесосить. Вот это вот расстояние у него очень маленькое. Ну и вот видите, он крутится под любым углом. Его там можно легко запихать, в любой уголок заехать и так далее, да? На столе тут сейчас. Лестницу, кстати, подвозим. очень удобно Да, убирать. лестницу Алена же убирала очень хорошо, там, говорит, справляется. Я сам лестницу не пробовал, не И знаю. у него здесь есть подсветка еще, если в темных местах. Тут Да. есть Надо подсветка. включить, показать, наверное, да? Давай Когда свет, включаешь, наверное. она Вот, включается видите? автоматически. Сеточка, вот она. Ну, еще как крутится. Если темно, то прям подсвечивает хорошо в темное время. Или под кроватью вам же там темно, не будете фонариком лишний раз светить, а так сразу Ну, подсветка вам. Не каждый с пылесосом фонариком ходит. Так, ну и еще вот такая щетка, которая со своим двигателем, я говорил, да?
внутри. Это для текстилей и матрасов. Ну, что-нибудь такое. Мебель почистить можно, допустим. Еще что-нибудь. Она сама по себе не поворотная. То есть ее можно не обязательно с трубкой использовать. Можно использовать и так, да. То есть вот она, вот это вот основание пластиковое, где щель всасывания. Оно именно плотность, ну, к текстилю, да, площадь контакта вот эта вот, она не уменьшается, когда ты поворачиваешь. То есть она держит постоянно в одной плоскости. И у нее тоже вращается вот эта щетка, и она очень хорошо соскребает ворс там от животных там. Ага, шерсть особенно, да, всякую. Ну, у нас скот сильно не линяет, я вообще, в принципе, не Я вижу. вообще не видела, чтобы он линял. Зато линяет у нас Мама. Мама, да, и Лиза. Волос много. Сыпем, да. Да, то есть не обязательно использовать трубкой, можно использовать и так, на принципе, да. Ой, вот так хорошо. Удобно. Включил и пропылесосил. Мягкую мебель убрать. Да. Ну, Алена покажет, как это убирается еще. Вот. Да, еще увидите много раз В в работе других есть, видео, да. да. Что еще? Есть у нас что еще? Пойдем кошачий коврик вот почистим вот этим. Иди сюда. Так, Барсик, давай мы немножечко тебя потревожим, почистим твой домик, хорошо? Давай его выдвинем. Убирать такие мелкие части всякие, да? Да, здесь прямо все. Только вот Из кошачьего домика, да? Только кошачий домик. Покажи, как Уже открывается, куча пыли. чтобы снять и почистить нам. Так, снимается тоже легко. Вот так вот поворачиваешь. И все. Все чисто, ничего не Здесь вываливается. все чисто. Да. Тут все чисто. Либо мы крышку открываем вот так вот и вываливаем, либо, ну, фильтр можно вытащить. Точно так же. И вытрясти. Да. И помыть, если надо. Только да, просушить всё надо моется. 24 часа. Да, сам фильтр. Чтобы вот этот фильтр хорошо высох. Да. И все, и обратно. Все, на месте. Готов опять к работе. Так, и по уровню зарядки. Так, мы ничего не увидим, пока не включим. Включаем, когда мы видим уровень зарядки. Вот видите, одно деление уже, пока мы здесь тестировали, пока это все. Но это на максимальной мощности было, да? И, по-моему, если я не ошибаюсь, когда мы его ставим на зарядку, он тоже показывает уровень зарядки, и когда он зарядится. Да. Так что, друзья, кому понравился пылесос, мы ссылочку оставляем под нашим видео. Проходите, смотрите. Если кому-то понравится, тоже заказывайте. Все, всем пока-пока. Пока.